Приветствуем вас на канале Раисы Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Я уже заранее подвязала один огурчик на хомутике, как вы говорите, пластиковый. И вот завязала на веревочке. Но веревочку нужно побольше для того, чтобы хорошо здесь вот получалась завязка. Потому что мы ее будем развязывать, мы формируем огурец в один стебель. Что я сегодня делаю? Сегодня можно проводить наконец-то зеленые операции. Поэтому я, кстати, обрезаю. Вот у нас первый огурчик, да, пасынки. Вот этот огурчик. Убираю их. Даю возможность, чтобы... Надо было раньше это сделать, но я ждала для видео. Их 5 штучек. Первые не даю, для того, чтобы хорошо сформировалась корневая система. И дальше хорошо росли огурцы. Значит, смотрите. 1, 2, 3, 4... И этот еще тоже убираю. Здесь уже формируется пасынок. Я его тоже убираю. Оставляю огурчик. Это уже будет первый урожай. Далее подвязочка. Здесь у нас пасынок тоже. Я его убираю. Огурцы уже остаются. Вот. Это уже будет урожай. Тоже пасынок. И усики обрезаю. Их нельзя обламывать. Если пасынки легко, то вот это у нас вот так вот легко обрезаю. И далее огурчик себе будет расти вверх. Вот. Сейчас покажу еще один огурец. Подвязка у нас на стальной проволоке, как и помидоры. И сейчас вот что мы сделаем. Смотрите. Вот. Получалась у нас такая ситуация, что я их высадила. Это было 16-го. Сегодня уже, смотрите, какое число. Сегодня у нас 23. Я их не поливала. Я показала, что я у них провожу раз в неделю сухой полив. Вот видите, я уже даже не говорю, а обрезаю. Эти усики надо обязательно обрезать. Далее, вот я не сделала это вовремя, а надо было сделать. Хочу вот все-таки показать. Смотрите, первый огурчик. Кстати, эти тоже листики обрезаю. Вот так вот. И нижние обрезаю сразу. Почему я это делаю? Потому что буду поливать. Я вообще готовлю растения к завтрашнему поливу. Вот большой уже пасынок. У нас было очень холодно. Я знала о том, что идет холод. Поэтому я не спешила. Так, это вот так соберем. С тем, чтобы проводить операции и с тем, чтобы поднимать огурцы. Потому что на воздухе все равно это здесь было 9 ночью. Представляете себе? Поэтому, смотрите, снова же убрала семидольные листики. Сегодня знак весы, можно обрезать. Итак, 1, 2, 3, 4, 5 огурчик. Пасынки все время убираю. 5 огурцов убрала. И далее только пасынки убираю. Здесь у нас тоже пасынок. Вот, здесь убрала. Здесь можно сразу пасынок. Да, через неделю я собираюсь завтра уже поливать. Знак Скорпион, очень хорошее время для полива. И вот смотрите, на этом уровне я сейчас вот такую завязочку, вот такой узел делаю. Про узлы у меня для помидоров нету. Есть это видео, так, еще раз. Вот так вот. Не падай, не падай, не падай. Так. Они уже устали, конечно, ждать. Но что и поделаешь. Я их специально сухой полив, если бы было много влаги, они бы уже заболели при той температуре, которая у нас была. Вот с этим приходом циклона. Даже днем было плюс 16 всего-навсего. Ну, в теплице было чуть-чуть больше. Вот смотрите. Я подготовила эти огурчики к тому, чтобы их завтра уже полить. И уже начался рост и плодоношение. Почему я еще раз, кстати, вот пасынок упустила, бывает такое. Почему я не поливаю огурцы? Ничего страшного, что вот так листики поникли. Это не страшно. Главное, формируется хорошая, мощная корневая система. Если каждый день поливать и поливать еще, если вы высаживаете, допустим, сейчас в весах и полить, то корни начнут гнить. Корневые гнили все ваши. И урожая, конечно же, не будет. Поэтому я всегда вспоминаю слова Анастасии с книг Владимира Мегре, которая говорила: вот вы, дачники, вы уничтожаете, не добираете урожай, уничтожаете растения тем, что вы при высадке все время используете полив.
Вот. Лучше всего во влажную землю, заранее увлажненная земля. И дайте минимум 3 дня, чтобы растение адаптировалось и начало искать воду. Иначе толку не будет, потому что оно будет неженкой, корневая система вот такая маленькая будет, и что с этой корневой системы? Потом можно урожай взять? Да нет, у меня получается корневая система, видите уже какой период она формировалась, не везде здесь эти корешочки. Ну а завтра мы расскажем о том, что мы будем давать. Первый полив и первая хорошая подкормочка будет для огурчиков. Ну что ж, Раиса Горяченко, Александр Волик подготовили это видео, ответили на ваши вопросы, что мы делаем, почему мы делаем. Сегодня весы, раночки быстро засыхают, хотя полнолуние и затмение впереди, но вот для зеленых операций в знаке воздуха можно проводить, но не в само полнолуние. Вот и нельзя проводить обязательно, вот это запомните, ни в коем случае обрезать вне воды и вне девы. Прощаемся до следующего видео. Всего самого доброго. До новых встреч. Удачи вам.